Рецепт будет очень простым и экономным, а блюдо вкусным и полезным. Для него я беру один полный стакан чечевицы. Стакан у меня объемом 250 мл, это 220 граммов. Красную чечевицу тщательно промываем и полностью заливаем кипятком. Пускай постоит, набухнет. Затем возьмем одну луковицу и нарежем ее мелко. И сразу же вместе с луком я измельчу один кабачок. Кабачок у меня среднего размера, весит 300 граммов. Я его натираю на крупной терке. Дальше я хорошо разогреваю сковороду, наливаю немного растительного масла для жарки и первым высыпаю сюда лук, помешивая, пассерую его, пока он не станет прозрачным. А затем высыпаю сюда кабачки. И опять-таки хорошо все мешаю. Натертые нежные кабачки на большом огне готовятся очень быстро. Когда кабачки хорошо обмякли, уменьшились в объеме, мы их хорошенько приправим черным молотым перцем, перемешаем, чтобы перец раскрыл свой аромат на горячей сковороде, и уберем с огня. К этому моменту чечевица у нас очень хорошо набухла и увеличилась в объеме. Хочу обратить ваше внимание, что так быстро набухает именно красная чечевица. А к тому же самая полезная и, на мой взгляд, самая вкусная по сравнению с другими видами. Чечевицы полностью сливаем в воду и измельчаем при помощи блендера. Ну вот, получается такое замечательное пюре. К этой замечательной чечевичной пасте выложим овощи со сковороды. Посолим по вкусу. Я добавляю чуть меньше, чем пол чайной ложки соли. А из приправ кладу только 1 чайную ложку сухого молотого чеснока. Вместо сухого чеснока, конечно же, можно измельчить пару зубчиков свежего. Все ингредиенты хорошенько перемешаем, чтобы у нас получился довольно однородный фарш. А затем из этого фарша сформуем котлеты. Такие котлеты – хорошая альтернатива мясным котлетам. Они содержат большое количество белка и витаминов. Этот рецепт идеален для тех, кто не употребляет мясо, яйца, и для тех, кто держит пост. Затем сковороду разогреваю на небольшом огне. Наливаю немного растительного масла для жарки. И выкладываю сюда чечевично-кабачковые котлеты. Обратите внимание, чтобы котлеты готовились быстро и равномерно, я их сделала плоской формы. Когда котлеты стали золотистыми с одной стороны, мы их переворачиваем на другую сторону. Кстати, они очень хорошо, аппетитно пахнут. Ну вот, все готово. Экономно, вкусно и полезно для здоровья. Этот рецепт вам пригодится. А чтобы вы могли видеть и другие интересные рецепты, обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Я благодарю вас за то, что ставите лайк под видео и за то, что пишете свое мнение в комментариях. Я от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. И как всегда, жду с вами встречи в следующем вкусном видео. Сегодня приготовим очень вкусное и простое блюдо. Одну морковь я натираю на терке.
Одну луковицу нарежу мелко. Это блюдо готовится очень быстро, поэтому я сразу же нарежу кабачок. Кабачок у меня весит 400 граммов. Если у вас кабачок не слишком молодой, как у меня, то стоит очистить кожицу. Замечательный, полезнейший овощ нарежем не крупно. Дальше я хорошо разогреваю сковороду. Наливаю сюда пару ложек растительного масла. Первым в разогретое масло высыпаю лук. И 1 минуту пассерую его, помешивая. Затем кладу морковь. И снова, помешивая, пассерую еще 1-2 минуты. Не нужно зажаривать овощи, только нежная пассировка для приятного аромата и вкуса. Затем возьмем 1 стакан красной чечевицы, здесь 250 мл или 200 граммов. Чечевицу хорошо промоем, дадим стечь и высыпем к овощам. Теперь снова помешиваем и снова пассируем вместе. Красная чечевица, лук и морковь. Пахнет это все очень-очень аппетитно. Затем мы нальем сюда горячую воду. Воды берем в 2 раза больше по объему, чем чечевицы, то есть пол-литра. И дадим закипеть. После закипания пришла очередь кабачка. Теперь мы можем посолить блюдо по вкусу и добавить немного черного молотого перца. Хочу обратить ваше внимание, что для быстрого приготовления подходит именно красная чечевица. К тому же особенно вкусная, полезная и, по-моему, наиболее легкая для желудка и кишечника. Накроем крышкой и оставим тушиться на маленьком огне практически до готовности кабачка и чечевицы примерно на 10 минут. Через 10 минут, смотрите, какое все красивое. Теперь мы добавим сюда пару зубчиков чеснока. Он идеально сюда подходит. Естественно, при этом предварительно измельчим чеснок. Также сюда прекрасно подойдет укроп. Сухой или свежий, мороженый, какой у вас есть. Я кладу пару чайных ложек сухого укропа. 3 столовых ложки густого йогурта, как у меня, или сметаны. Теперь хорошенечко перемешаем эту очень ароматную композицию. Запах действительно очень аппетитный, при этом это очень вкусно, это очень сытно, питательно. Может быть как гарнир к основному блюду, а может быть и самостоятельный ужин или обед. И еще минуту дадим покипеть под крышкой. Для подачи я нарежу немного петрушки. Готовьте это солнечное, богатое белком блюдо с удовольствием. А также я рекомендую вам сразу подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть новые, вкусные, интересные рецепты. Я благодарю вас за ваш лайк под видео, за ваше доброжелательное мнение в комментариях. А я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья, побольше радости в жизни и мирного неба над головой. Как всегда, увидимся в следующем вкусном видео.